Приветствую вас на канале. Вот мы уже начали работать в Киеве. Вот у нас уже машинки стоят. Ford, Leaf. У нас вот BMW стоит i3. Нам выделили вот такой вот участочек и два подъемника. Вот такое вообще здесь помещение на 23 подъемника. Также есть яма для развала. И здесь занимаются ремонтом реек, насосов, электрореек, кондиционеров, турбин, топливной аппаратуры. Короче говоря, практически весь перечень работ, которые необходимы для содержания автомобиля. Также есть диностенд, на котором тестируют машины после чип-тюнинга. Вот барабаны, охлаждение. В общем, все продумано. И, возможно, и мы как-нибудь поставим какую-нибудь электричку на диностенд, чтобы померить крутящий момент и мощность. В общем, вот такое вот у нас сейчас помещение. Будут еще выходить видео со Львова, где я работал на Bosch сервисе. Спасибо большое ребятам, коллективу, руководителю Bosch сервиса за то, что приютили, дали возможность поработать в это тяжелое время. Очень признателен компании Bosch Service 112 Украина в лице руководителя Маркияна. Будут еще выходить некоторые ролики оттуда, но сейчас уже начинаю снимать видео из киевского филиала Мастер Сервис, где мы, собственно говоря, сейчас находимся. Немножко здесь его еще заложили, но ничего, поубираем. В общем, продолжаю снимать и монтировать видео по ремонту электромобилей и гибридов. Поэтому всем приятного просмотра. Приветствую вас на канале. Очередной Mercedes к нам приехал с утонувшим мотором. Ну, не утонувшим, а с течью антифриза в мотор. Автомобиль заезжал к официалам, у него сняли датчик и увидели, что антифриз весь датчик в антифризе. И автомобиль приехал к нам. Сейчас снимаю мотор. Буду смотреть, к каким последствиям это все привело. В общем, сейчас пока снимаю мотор и буду снимать ротор, потому что автомобиль у нас уже не запускается, уже не едет, уже бьет ошибку по сопротивлению изоляции. В общем, все как обычно, ничего нового. В общем, сейчас сниму мотор, разберу и расскажу. Снял мотор, сейчас буду разбирать. И еще раз хотел показать, как можно разблокировать паркинг, снять с паркинга, если автомобиль стоит на паркинге и он не снимается. Вот есть вал, который механически блокирует шестерню дифференциала и ставит ее на паркинг. Так вот, берете шестой ключик, либо головку шестую и отключаете. Если против часовой стрелки, то он снимает с фиксатора и машина будет проворачиваться. Если по часовой стрелке, то становится на паркинг. Этот вал идет от этого сервопривода через два полукорпуса коробки. Также до него можно добраться и сверху. Если залезть под капот, где-то в этом месте, вот здесь видно место, пространство, и добраться оттуда можно. Взять ключик на 6 и снять. С этой стороны это будет сделать проблематичней. Поэтому я, как правило, делаю это сверху. Просто этот вопрос регулярно задают люди по телефону, и на пальцах тяжело сказать, что чуть дальше вала приводного, миллиметров на 100, тяжело это объяснять по телефону. Так вот, еще раз показываю, как это все делается. Такой же принцип на Toyota RAV4, но на Toyota RAV4 сверху проблематично добраться, но можно добраться сбоку. На Тесле такого блокиратора паркинга нету. В общем, а сейчас приступлю к разборке самого мотора. Вернее, для начала сниму крышку сальником, ну а затем сниму сальник, сниму крышку сальника, потом сниму крышку, потому что уже проблема у нас есть, автомобиль не едет, есть ошибка по сопротивлению изоляции. Единственная надежда, что антифриз не утопил плату управления, потому что плата управления здесь уникальная, и другую плату сюда не поставить. Можно привязать плату с помощью диагностики Sentry, но привязать можно только новую плату. Бэушную плату подвязать
У нас не получается, и я, честно говоря, пока не слышал. Если у кого-то это получается, то напишите в комментариях. Очень интересно, потому что это пока большая проблема. Если на Toyota RAV4 можно мотор, но он отличается по сигнальному разъему и положению этой части, входу силовых шин. А так, в целом, мотор абсолютно идентичный. Так вот, на Toyota RAV4 можно мотор поставить, один снять, другой поставить, и он поедет. На Теслу тоже можно поставить и потом ее редеплойнуть, то есть подвязать ее. А на Мерседесе с этим очень большая проблема. Поэтому если автомобиль, плата утонула, то автомобиль может стать в недвижимость. Либо же предстоит дорогостоящая покупка другого нового, не бэушного, нового мотора в сборе. Снял крышку сальником. Естественно, здесь тоже все утоплено. Вон какая коррозия, антифриз. И ко всему прочему на датчике есть стружка магнитная, металлическая стружка, примагниченная к самому датчику. И очень большая вероятность, так, здесь тоже вот какие-то куски чего-то твердого. И большая вероятность, что вышел из строя и подшипник. Поэтому, при том, что, к сожалению, мы не слышали, как мотор работает, потому что автомобиль к нам привезли уже не работающий. И менять подшипники в редукторе или нет, неизвестно. Поэтому наше дело только предложить владельцу заменить их, а уже владелец будет решать, менять их или нет. Выработка здесь визуально большая, но, возможно, можно будет полирнуть. Попробуем полирнуть сначала, а там дальше будет видно, можно ли ее оставлять или нет. Дренажа здесь нету, а вот если был бы дренаж, то этот антифриз, который течет с сальника, он как минимум не попадал бы в мотор. Поэтому все-таки дренаж делать надо. Это будет спасать сам мотор от затопления. В общем, продолжу разбирать его и посмотрим, что у нас выйдет из этого. Получится ли спасти этот мотор или же нет. Или этот чудесный белый Мерседес превратится либо в очень дорогой автомобиль, либо в дорогую недвижимость. Так, вот только начал сдвигать крышку, и вот уже натек здесь антифриз, и весь ржавый. То есть у нас мотор утоплен капитально. В общем, сейчас буду дальше снимать его и посмотрим, что у нас там есть. Вот такое у нас ржавое коричневое чудо вылазит изнутра мотора. Статор весь ржавый, и из-за этого у нас проблема по сопротивлению изоляции. Но, к сожалению, когда вот такая ржавчина, то просто так высушить его не удается. Потому как вот этот окислы, они тоже... То есть, если просто был бы антифриз, его можно было высушить и не будет пробивать, то с этим гораздо проблематично. И не исключено, что закончится либо перематыванием статора, либо заменой статора на другой. Снял ротор, и вон можно посмотреть, что внутри, сейчас камеру попытаюсь засунуть, до сих пор есть антифриз. И здесь все ржаво, естественно, у автомобиля не будет очень маленькая сопротивление изоляция, то есть короткая, и автомобиль никуда не поедет. И при этом, я не слышал, что сказали, что здесь был шум. А вот можно послушать. Вот так вот можно игнорировать состояние машины, кататься. Это ж не за один день все происходит. И игнорирование всех этих шумов и приводит к тому, что начинается эта проблема. А здесь ротор просто болтался внутри статора и в крышке. Вот такой вот люфт подшипника. Поэтому и стружку гонит, и все. Поэтому здесь все-таки надо рекомендовать замену подшипников и ротора, понятно, подшипников редуктора. Но здесь выработки нету. Замену подшипников редуктора, но
только в том случае, если у нас статор начнет нормально работать. Вот так вот халатность приводит к тому, что приводит к дорогостоящему ремонту. Это в первую очередь халатность самих владельцев. Если появляется шум или еще какие-то симптомы, то необходимо сразу обращаться в сервис, а не докатывать до последнего. А здесь, скорее всего, до последнего и докатались. Ну, теперь посмотрим, обойдется легким испугом или же все-таки нет. Так, а сейчас буду снимать крышку. И чисто из любопытства, будет ли там антифриз. Да, к сожалению, антифриз есть и здесь. И это говорит о том, что, скорее всего, с платой здесь проблема, потому что здесь все ржавое. Вот так вот все здесь выглядит в крышке. И вот она сама, наша плата управления. И вот как раз то, что я говорил, что здесь на разъемах ножки выгнивали с этой стороны. То есть автомобиль долгое время ездил, вот здесь то же самое, автомобиль долгое время ездил с этим дефектом. Вот если бы человек вовремя обратился бы с диагностикой наличия антифриза. Еще, конечно, конструктивно, нет, если бы эта плата стояла бы сверху, то обходилась бы легким испугом, но нет. Почему-то Tesla засунула ее в самый низ, и здесь все окисляется. Вот все провода, вот здесь окислы на проводах, здесь вот аж поросло все зеленчаком, и здесь. И вот теперь вопрос, получится ли спасти эту плату управления, или же все. Вот так вот. Не надо автомобиль запускать до такого состояния. Здесь совпадение факторов, что конструктив такой, еще и наша халатность, авось обойдется, вот и приводит к такому. К сожалению, что есть, то есть. Но как минимум разъемы нужно менять. Вот этот разъем, ножка уже сгнила, ее просто нету. Здесь тоже гнилые. И это только то, что видно. А какие еще дефекты внутри? Но как минимум не видно, чтобы с этой стороны что-то было взорвано. Потому что у них иногда бывает взрывается между слоями. И потом еще сложнее. Разъем еще можно заменить. А вот если уже между слоями что-то произошло, то только замена платы. А как я уже говорил, что проблема с прошивками. Они залочены, и слить и перезалить их не получается. Снял плату, и вот что здесь видно, что повыгнивали пины, и даже вот здесь вот в плате отсутствует один из пинов. Он просто выгнил и вылез. Вот видно. Кроме того, здесь в этом разъеме еще тоже с пинами не все, слава богу. И с этой стороны аналогично. Вот здесь тоже видно, что ножка одна сгнила, она не достает. Здесь вот этот пин, который выпал, тоже уже просто отсутствует. И вот такая вот ситуация сейчас у нас с платой управления. В общем, плата управления визуально вроде как целая. Кроме разъемов, разъемы можно будет поменять. Нужно будет донорскую искать и перепаивать разъемы. И вполне возможно, что плату управления удастся сохранить. В общем, придется разбирать полностью весь редуктор. Разберу его и будем пытаться мыть, сушить. Если же нет, тогда либо перематывать, либо же менять сам статор. Ну и, конечно же, вот эти провода тоже придется их лучше заменить, этот жгут, потому что по самим проводам капиллярным эффектом может подниматься дальше. И если сейчас провода будут даже прозваниваться, работать, но со временем они могут сгнить и опять автомобиль встанет.
В общем, вот такая ситуация произошла. И разговаривали с владельцем. Оказывается, ошибка у него это давно появлялась. И владелец игнорировал этот момент и продолжал на ней ездить. Кроме того, шум, который я уже показал с передней крышки, вернее, с боковой крышки, со стороны ротора, тоже подшипник шумит. И это тоже не насторожило владельца. В общем, вот такая ситуация. Буду продолжать разбирать ее и будем смотреть, получится спасти этот мотор или нет. Ну и на всякий случай для убедительности хочу промерить сопротивление. Сопротивление изоляции. Сейчас посмотрим, сколько у нас оно. — 240 килоом. 230 килоом. — 220 килоом. Короче, сопротивление у нас очень-очень маленькое. Поэтому в любом случае его нужно будет сейчас пробовать, будем отмывать и сушить. Так, статор уже у нас остыл. Сейчас хочу перемерить, сколько же у нас будет. Вот у нас растет сопротивление. До 30 мегаом выросло. Это не идеал, потому что должна быть бесконечность, но это где-то есть небольшой пробой через какой-то сухой остаток. Но таких моторов уже было много собрано, иначе в другом случае его нужно перематывать. Потому что бэушный мотор вывести в идеал уже невозможно. Вот так вот статор высушился с помощью лампочки. Теперь можно еще раз его поставить греть. Посмотрим, не упадет ли сопротивление, потому что мотор в процессе эксплуатации нагревается и сопротивление может упасть. Поэтому сейчас я проверю вот после полного остывания. Еще раз нагрею и посмотрю, не упадет ли сопротивление. Если сопротивление не упадет, то такой мотор можно собирать. Так, а вот сейчас проверю, сколько у нас после остывания. Ставлю на 500 вольт. И проверяем. И стремится к бесконечности. Вот так вот. В общем, статором высушили. Статор сухой. Пробоя по изоляции уже нету. Такой статор можно собирать. И, кстати говоря, спасибо Владимиру Лещенко. В комментариях под видео предыдущим, где я показывал, как на лифе снимается статика, он указал, что вот эта щетка, которая вот здесь стоит, я сначала даже не понимал, для чего она нужна, но Владимир Лещенко подсказал о том, что как раз вот эта вот щетка снимает статик. Вот я сейчас хочу проверить, действительно ли это так или нет. Так, действительно, у нас сопротивление на массе висит, вернее, сопротивления относительно массы абсолютно никакого нету. То есть эта щетка у нас антистатиком и является. И, значит, Tesla все-таки тоже снимает эту статику. Первоначально я думал, что это просто какой-то пыльник, который не дает чему-то попадать на сальник. Но на самом деле, как оказалось, что это именно и есть антистатическая щеточка. Спасибо, Владимир, вам за то, что вы настолько глубоко изучаете матчасть и делитесь этой информацией. Мы с Владимиром начали давно уже сотрудничество. И начали в тот момент, когда к нам попал впервые ремонт Toyota RAV4. Как раз с таким же вот мотором. И он нам помогал в диагностике. Потом мы уже сами смогли это делать. Но старт нам дал именно в диагностике Toyota RAV4 именно Владимир. Также Владимир помогает любителям Toyota, которые живут за границей. Он помогает удаленно диагностировать это все. И помогает в решении большинства проблем. Ну а если не получается удаленно продиагностировать, как минимум помогает в рекомендациях, что дальше делать. А рекомендации по ремонту — это в тот момент, когда человек в тупике и не знает, что делать, это достаточно весомый вклад в будущий ремонт. Поэтому, если что, оставлю в конце ссылочку на его канал. И
Я думаю, что если есть любители Toyota и владельцы Toyota RAV4, то они могут обратиться к нему. Я думаю, что он с удовольствием поможет. Короче говоря, этот стартер готов к сборке. Теперь будем ждать запчасти и собирать его, потому что первоначально мы не понимали, получится ли его собрать или нет, и что в результате нужно будет делать. Менять мотор или статор, или вообще как быть. В общем, сейчас уже понятно, что этот статор готов к сборке. А вот как выглядит этот подшипник без крышки. Вот такой вот здесь люфт. Сейчас сниму пыльник, и будет интересно посмотреть. Снял пыльник, но я здесь не вижу сепаратора. Что с ним случилось и где он делся. И шарики здесь стоят керамические. Подшипник стоял правильный, но что там осталось внутри, вот можете посмотреть. Сейчас сниму его, и будет видно. Вскрыл этот подшипник. Да, действительно он керамический. Шарики здесь стоят керамические. Но странно, что даже на керамическом подшипнике такие огромные раковины. Конечно, это без воздействия антифриза не обошлось, но раковины очень-очень большие и большая выработка. И, кстати говоря, можно обратить внимание, что здесь больше выдавлена внутренняя часть. А это бывает связано с тем, что необходимо регулировать вот в этой крышке регулировать подшипник. Здесь стоит такой стопор. Не стопор, а такая шайбочка. И две вот такие пружинные шайбы. И очень часто бывает, что просто приходится убирать, либо ставить тоньше вот эту шайбу. Этот момент учитываем, поэтому уже знаем. Поэтому этот подшипник, несмотря на то, что это рядный шариковый подшипник, его тоже нужно регулировать. И, скорее всего, здесь было и антифриз, и поджатый подшипник, и в результате привело к таким печальным последствиям. Но подшипники стоят керамические. И, как я уже говорил, этот мотор не похоже, что вскрывался, потому что пломбы, во всяком случае на инверторе, были целые, вернее на крышке инвертора. И вот такая вот коррозия. Будем сейчас это все чистить. И, скорее всего, нужно будет отдать на проверку, на биение ротор, чтобы здесь не было биения. Иначе сальник здесь и выработки, в общем-то, нету, но проверить надо. Попутно заменили, конечно, все подшипники в редукторе. На первичном валу поставили керамические. И вот еще они лежат, уже все пораскрывал. И вот лежат керамические подшипники на ротор. Тефлоновый сальник и сальники приводов. И сальник первичного вала тоже установлен новый. Теперь все пособирать надо. И собираем на автомобиль и пробуем запускать. Проводку на главную плату инвертора нам предоставил Саша Кадолба с Кривого Рога. Он также занимается ремонтом таких моторов. Tesla, Mercedes, RAV. И у него была такая проводка именно Mercedes. И как раз ее и поставим. Потому что риск оставлять ту очень велик. Потому что на плате сгнили пины. И есть вариант, что в той проводке тоже провода будут гнить. И не сейчас, так через месяц они выйдут из строя. Поэтому, Саня, спасибо тебе за проводку. Нашли, а то пришлось переделать. Здесь не так много, но настолько муторная работа, что проще ее поменять. В общем, установим эту проводку и будем собирать мотор, пробовать его запускать и надеемся, что все будет нормально. Сашин телефон я напишу в описании под видео, поэтому если что, находитесь в том регионе, обращайтесь к нему, он вам поможет. Собрал часть мотора, проводку поменял, которая была подгнившая, плата восстановлена. И сейчас будем надеяться, что датчики тока целые. Соберу ротор, поставлю на автомобиль, посмотрим, запустится он у нас или нет. Не исключено, что придется инвертор снимать и менять датчики тока. Потому что после такого отопления они, возможно, тоже сгнили. Мотор собран, установлен, масло уже залил. Сейчас заливаю антифриз, пока защиту не ставлю. Выедем, проедемся, посмотрим, не появился ли случайно через дренаж антифриз. И это будет показателем того, что мы сделали сейчас все качественно. В общем, этот дренаж, который находится под передней крышкой, который находится на передней крышке, он помогает избежать ситуации, которая была в этом видео. И даже если сальник потечет, а рано или поздно он в любом случае потечет,
если сальник есть, то значит он потечет, то антифриз не попадет в мотор, в статор и в инвертор. За счет этого не закоротит обмотку статора и не произойдет такая ситуация, как была в данном случае. В общем, сейчас зальем антифриз, развоздушим систему, проедемся и перепроверим, чтобы ничего не текло. И можно будет ставить защиту и выпускать автомобиль. Так, тест-драйв. Пока автомобиль стоял, уже диски успели проржаветь. Сзади идет затирание. Ошибка у нас видится только по активной системе торможения. Функционирование ограничено, смотри руководство. Но там была куча ошибок по переднему дистронику. И из-за этого и не работает активное торможение. Осталось только проверить, чтобы не тек антифриз, и уровень антифриза проверить, и все. И поставить защиту. Интересно, какой шум был первоначально, когда владелец ездил. Там подшипник просто разваленный был. И за счет этого ротор уже не центровался, а тефлоновый сальник, он не любит биения, тем более перекоса какого-то. И даже при монтаже сальника его необходимо установить. После этого какое-то время он должен стояться, около пары часов, для того, чтобы манжета уселась. И ни в коем случае нельзя мазать никакими смазками посадочное место сальника. Вернее, не посадочное место сальника, а рабочее место вала под сальник. Потому что он работает на сухую. У него хорошее скольжение по металлу, поэтому там смазки не нужно. И мало того, смазка там еще вредит. Здесь же, когда начинает подтекать антифриз, то сальник уже начинает работать неправильно, и остановить этот уже никак не получится. Если резиновый сальник, он поджимается пружинкой, и он может там чуть-чуть кинуть на оборотах масла, допустим, в моторе, но потом он опять его блокирует, и масло не течет. То тефлоновый сальник так не работает. И тефлоновый сальник, если потек, то он уже не остановится, просто будет то больше, то меньше течь. В общем, вот такой вот был ремонт. Сейчас еще раз проверяем, ставим защиту и выдаем автомобиль. Пробег на машине 58 895 километров.